Скрытый город под египетскими пирамидами. Сенсация или миф? Египетские пирамиды — это не просто величественные гробницы фараонов, а загадка, которая веками будоражит умы ученых, археологов и любителей тайн. Недавно мир облетела новость. Под пирамидами Гизы обнаружен огромный подземный город. Сообщения о находке, сделанные в рамках проекта Кофера, вызвали бурю эмоций, от восторга до скептицизма. Но что это за город? Правда ли, что под песками Египта скрывается нечто грандиозное? Или это очередной миф, раздуваемый ради сенсации? Давайте разберемся, погружаясь в детали, анализируя факты и отделяя правду от вымысла. Начало сенсации. Что нашли ученые? В центре этой истории проект Кофера. Экспедиция, возглавляемая итальянским исследователем Коррадо Малангой из Пизанского университета и Филиппо Бьянди из Университета Стратклайда в Шотландии. Их цель была амбициозна — изучить пирамиду Хефрена, вторую по величине на плато Гиза, с использованием передовых технологий. Команда применила радиолокацию с синтезированной апертурой и спутниковое сканирование, чтобы заглянуть под толщу песка и камня. Результаты, опубликованные в 2025 году, потрясли мир. Под пирамидами обнаружена сеть подземных структур, включая шахты, туннели и камеры, которые, по словам исследователей, могут быть частью огромного подземного города. По данным команды, под пирамидой Хефрена находятся 8 цилиндрических шахт, каждая из которых простирается на глубину до 2000 футов. Это почти 600 метров! Для сравнения, самые глубокие станции метро в мире, такие как Киевская Арсенальная, расположены на глубине около 100 метров. Эти шахты окружены спиральными дорожками, напоминающими архитектуру старинных замков, и соединены с двумя крупными камерами шириной более 260 футов. Ученые предполагают, что аналогичные структуры могут существовать под всеми тремя пирамидами Гизы — Хеопса, Хефрена и Менкаура, образуя единую подземную сеть. Более того, на глубине около 4000 футов, примерно 1200 метров, могут скрываться еще неисследованные сооружения. Но самое интригующее — это связь находки с древнеегипетской мифологией. Некоторые члены команды утверждают, что обнаруженные структуры могут быть легендарными залами Аменти, мифическим местом, описанным в Книге мертвых. Согласно египетским верованиям, залы Аменти — это загробный мир, где души проходят испытания, сталкиваясь со своими страхами, чтобы обрести вечную жизнь. Неужели под пирамидами скрывается физическое воплощение этого мифа? Или это лишь романтическая интерпретация данных? Как это было обнаружено? Давайте разберем, как ученые вообще смогли заглянуть так глубоко под землю. Команда использовала 2 спутника, находящихся на орбите в 420 миль над Землей. Эти спутники отправляли радиолокационные сигналы на плато Гиза, которые отражались от подземных структур и позволили создать трехмерную модель. Технология радиолокации с синтезированной апертурой, способная проникать сквозь камень, выявила не только крупные шахты, но и 5 небольших камер внутри пирамиды Хефрена. Одна из них содержала саркофаг, который ранее считался гробницей фараона Хефрена. Однако новые данные ставят это под сомнение. Возможно, истинное место захоронения фараона находится где-то еще, а саркофаг был частью ритуального комплекса. Эти камеры, скрытые в сердце пирамиды, оставались неизвестными до недавнего времени. Они соединены туннелями, которые, по мнению ученых, могут вести к другим подземным помещениям. Возраст этих структур оценивается примерно в 4500 лет, что совпадает с периодом строительства пирамид Древнего Царства. Но вот вопрос: если это действительно город, то кто его построил и зачем? И почему он был скрыт под толщей песка и камня? Скептицизм и критика — фейк или правда? Как и любое громкое открытие, находка под пирамидами Гизы вызвала не только восторг, но и волну критики. Известный египетский археолог Захи Хавас, бывший министр туризма и древностей, назвал утверждения о подземном городе совершенно неверными и лишенными научной основы. По его словам, технологии, использованные командой, не способны создавать столь детализированные изображения на такой глубине. Хавас также подверг сомнению использование радиолокации, заявив, что методы не прошли научную проверку. Профессор Лоуренс Коннерс, специалист по радиолокации из Денверского университета, поддержал скептиков. Он отметил, что современные технологии не могут проникать на глубину 600 метров с такой точностью, а обнаруженные камеры
могут быть естественными пустотами или шахтами, существовавшими до строительства пирамид. По его мнению, идея огромного подземного города — это преувеличение, а реальные находки, скорее всего, ограничиваются небольшими ритуальными помещениями. Критики также указывают на отсутствие рецензируемых публикаций. Исследование Маланги и Бьянди пока не прошло независимую экспертизу, что ставит под сомнение его достоверность. Некоторые ученые даже сравнивают эти утверждения с маргинальными теориями, вроде тех, что связывают пирамиды с инопланетянами или древними цивилизациями, существовавшими 38 тысяч лет назад. Такие идеи, конечно, захватывают воображение, но далеки от академической науки. Загадки и мифы. Что скрывают пирамиды? Несмотря на критику, находка оживила дискуссии о тайнах пирамид. Одна из самых интригующих теорий связана с залом записей, мифическим помещением, в котором, согласно легендам, хранится мудрость древних египтян. Некоторые исследователи считают, что обнаруженные камеры и туннели могут быть частью этого зала. В книге мертвых упоминаются 14 резиденций города мертвых, и планировка подземных структур, описанная командой, удивительно схожа с этими описаниями. Еще одна загадка — возможная система водоснабжения, обнаруженная под пирамидами. Ученые нашли следы подземных каналов, которые могли использоваться для ритуальных целей или даже для обеспечения водой рабочих, строивших пирамиды. Это наводит на мысль, что подземные комплексы были не просто гробницами, а частью сложной сакральной инфраструктуры. Интересно, что пирамиды Гизы — не единственное место, где находят странные подземные структуры. В 2025 году японские археологи обнаружили под западным кладбищем Гизы загадочную L-образную конструкцию длиной 33 фута. Используя электрорезистивную томографию и георадар, они выяснили, что сооружение было засыпано песком после строительства, что исключает его естественное происхождение. Это открытие подтверждает: под песками Гизы действительно скрываются тайны, которые мы только начинаем раскрывать. Новое понимание пирамид не только для элиты. Традиционно считалось, что пирамиды строились как усыпальницы для фараонов и элиты. Но недавние исследования в Томбосе в Древней Нубии заставляют пересмотреть эту идею. Анализ 110 скелетов показал, что в пирамидах хоронили не только знать, но и рабочих. У некоторых скелетов обнаружены следы тяжелого физического труда, гребни и выступы на костях, указывающие на нагрузку от строительства. Это говорит о том, что пирамиды могли быть не только символами власти, но и местом упокоения для тех, кто их возводил. Эта находка меняет наше представление о социальной структуре Древнего Египта. Возможно, пирамиды были не просто гробницами, а частью сложной ритуальной системы, где каждый, от фараона до рабочего, играл свою роль. Подземный город, если он действительно существует, мог быть грандиозным некрополем, включающим ритуальные залы, склады и даже жилые помещения для жрецов. Исследования в Томбосе, начатые в 2012 году, показали, что пирамиды в этом регионе, построенные после завоевания Нубии, Египтом около 400 года до нашей эры, были скромнее, чем пирамиды Гизы, но их социальная роль была схожей. Что дальше? Команда проекта Кофера полна решимости продолжать исследования. Следующий шаг — раскопки, которые помогут подтвердить или опровергнуть находку. Однако получить разрешение от египетских властей — задача не из легких. Пирамиды Гизы — это не только археологический памятник, но и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и любое вмешательство требует строгого контроля. Если находка подтвердится, она может переписать историю Древнего Египта. Подземный город под пирамидами станет доказательством того, что египетская цивилизация была гораздо сложнее, чем мы думали. Если же это окажется мифом, то это все равно важный урок. Сенсации требуют проверки, а наука — терпения. Заключение. Тайна, которая ждет разгадки. Итак, что мы имеем? С одной стороны, захватывающие данные о подземных шахтах, камерах и туннелях, которые могут изменить наше понимание пирамид. С другой — скептицизм ученых, которые призывают не спешить с выводами. Истина, как всегда, где-то посередине. Пирамиды Гизы хранят свои секреты уже 4500 лет, и, возможно, мы только прикоснулись к их тайнам. Эта история напоминает нам, почему мы так любим археологию. Она соединяет нас с прошлым, заставляет задавать вопросы и мечтать о невозможном. Подземный город под пирамидами
— это не просто находка, а символ нашего стремления к знаниям. И кто знает, может быть, уже скоро мы узнаем, что скрывается под песками Гизы. А пока следите за новостями, делитесь этим видео и давайте вместе ждать новых открытий.